Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. В этом видео я хочу поделиться своим планом, который помогает мне справиться со сложными текстами, со сложными учебниками и всем остальным, что нам нужно прочитать. Потому что иногда бывает такое, что ты первый раз читаешь текст, учебник, параграф и ничего не понимаешь. Это на самом деле очень сильно пугает. Кажется, что с тобой что-то не так, но на самом деле с тобой все так. Это нормально. То есть бывают такого уровня сложения в текст, печатного текста, который не сразу становится понятен. То есть нашему мозгу нужно дать время, простимулировать его, произвести некоторые действия, которые бы помогли ему понять вообще, о чем идет речь. И в этом видео я как раз-таки хочу поделиться всеми действиями, которые помогают в этом деле. И каждый последующий шаг, который я предпринимаю на пути, он все ближе и ближе придвигает меня к пониманию какого-либо сложного текста. И начинать я всегда призываю с того, чтобы поставить себе конкретную цель. Определиться, что вы хотите узнать из этого текста, что вы хотите понять, что вам конкретно нужно узнать, какие-то понятия, общее представление или еще что-то. То есть вы должны задать себе цель. Это помогает нашему мозгу настроиться на получение информации и на поиск той самой цели, которую вы себе поставили. Следующее, что я вам очень сильно советую, это те тексты, которые очень сложны в вашем понимании, разбивать их на более маленькие кусочки. То есть читать не всю главу, а все-таки разбивать на какие-то логичные кусочки, на более маленькие и работать с каждым кусочком отдельно, потом их совмещая. Это связано с тем, что наша рабочая память достаточно ограничена. То есть если текст сложный, то вам нужно производить очень сложные манипуляции. Ну, то есть мозг сам производит сложные манипуляции у вас внутри, у вас очень сложный мыслительный процесс. И если вы перегружаете этот процесс, то есть читаете больше, чем можете воспринять, то, по сути, теряется первая информация, либо последующая информация. В итоге это просто впустую потраченное время. И, конечно же, задаем вопросы. Это двигатель нашего понимания. То есть, да, вы поставили одну конкретную большую цель, но сейчас мы задаем себе конкретные вопросы, а что именно в этом тексте. В этом вам помогут либо вопросы в конце вашего параграфа. Бывают иногда вопросы, но они не всегда актуальны. Вы можете просто просмотреть содержание этой главы, посмотреть какие-то основные моменты, какие есть картинки, какие есть графики, еще что-то. И, опираясь на вашу основную цель, задайте себе конкретные вопросы, на которые вы будете искать ответы. И эти вопросы обязательно на протяжении всех пунктов держите у себя под рукой. То есть они должны быть вашим якорем, на который постоянно будете якориться и ссылаться, и держаться для того, чтобы ваш мозг приближался к общему пониманию того, что вы читаете. И вот после всех манипуляций, постановки целей, задавания вопросов, деления на маленькие кусочки, мы наконец-то приступаем к чтению. Но первое чтение лучше делать ознакомительным. То есть ничего не хайлайтим, ничего не выделяем. Удобно, если вы будете вести либо пальцем, линейкой, я люблю карандашом вести по строчке, которую читаете, потому что это помогает сконцентрироваться на том, что вы читаете, не отвлекаться на другой текст, это сужает ваш фокус, что в нашем случае очень сильно актуально. И мы просто читаем, не акцентируемся ни на чем, просто даем своему мозгу спокойно воспринять общую картину. То есть в этом случае мы должны идти от общего к частному. И вот после ознакомительного чтения я предлагаю вернуться к вопросам. Да, возможно, вы не сможете на них ответить, потому что все-таки это было общее представление, а вопросы, скорее всего, более частные, но все-таки вы должны обратно к ним вернуться и примерно прикинуть, где ответы на эти вопросы. То есть вы должны запустить вот этот самый процесс поиска ответа на те вопросы, которые вы сами себе задали. Возможно, вы, повторюсь, не сможете сразу на них ответить, но процесс уже будет запущен. И следующий момент, который можно делать через паузу, можно делать сразу, но все-таки лучше, если вы немножечко передохнете перед этим, это вдумчивое чтение. Это именно то чтение, которое лучше делать даже в более медленном темпе, чем вы привыкли. То есть постепенно читаем. Уже здесь можно делать какие-то пометки карандашом, можно уже искать конкретные ответы на вопросы и так далее. То есть вы уже более въедливо читаете каждую строчку, каждый параграф,
вы проверяете себя постоянно внутренне, а что я только что прочитал, задаете себе вопросы, периодически поглядываете на те вопросы, которые вы себе задали, и стараетесь найти в тексте ответы на эти вопросы. Ну, то есть уже достаточно сконцентрированно, вдумчиво читаем этот текст. Но за счет того, что вы сложили уже общее впечатление об этом тексте, вы уже с ним познакомились, вы уже узнали его структуру и так далее, вам будет уже гораздо легче. То есть понимание в этот момент уже будет прямо вот уже на пороге, если оно еще не придет, но оно уже очень-очень близко. И следующим пунктом как раз-таки можно, во-первых, разобрать незнакомые слова, которые встречались у вас на пути, возможно, какие-то термины, которые не объясняются в тексте и так далее. Вы разбираете их обязательно отдельно. Если вы не будете разбирать данные слова, то вы не поймете общий контекст. Скорее всего, ваши знания будут не такими прочными, не такими глубокими, потому что нужно обязательно разобрать все-все-все на понятные кусочки, то есть вам нужно прояснить абсолютно все моменты. И в этом пункте я очень сильно советую отвечать на вопросы, но уже без первоисточника. То есть вы уже достаточно посвятили времени для того, чтобы изучить ваш текст, то есть вы уже 2 раза его почитали, разобрали, вы уже примерно понимаете ответы на вопросы и стараетесь отвечать как раз-таки без первоисточника на ваши вопросы. Лучше это делать пока что устно, мы до конспекта еще доберемся. Но все-таки достаточно полными предложениями, четко, ясно, по делу. Обязательно себя проверяйте, то есть ответили на все вопросы, открываем первоисточник, проверяем себя и так далее. А также в этом пункте я также советую вам посмотреть какие-то другие источники с другого ракурса, более понятные, более простые. Они также разъясняют кое-какие моменты, они показывают иногда другие стороны того, о чем вы только что прочитали. Посмотрите какую-нибудь лекцию, посмотрите какое-нибудь видео, почитайте в более простом учебнике, например, ту же самую тему, почитайте какую-нибудь статью, еще что-нибудь. То есть поработайте с тем материалом, который вы только что попытались понять, прочувствовать, опять-таки для того, чтобы расширить ваше понимание, улучшить, укрепить понимание того, что вы только что прочитали. Это очень хорошо происходит за счет дополнительных источников, которые, немножечко иначе все это преподносят, другими словами, с другого ракурса. Это очень даже полезно, то есть это максимально прорабатывает ту тему, которую вы взяли, которую вы разбираете. И следующее, что я советую, это все-таки сделать большой перерыв после того, как вы это все восприняли, потому что это была очень сложная когнитивная работа, вы, скорее всего, устали, особенно если не делали внутри каких-то перерывов, что не очень хорошо, но в любом случае вы проделали большую, хорошую работу. И вот после того, как вы передохнули, хорошо было бы вернуться опять к первоисточнику. Здесь вы уже можете применять как вдумчивое чтение, так и выборочное чтение, то есть когда вы еще раз прорабатываете все моменты, потому что бывает такое, что вы вроде бы все внимательно прочитали, но когда вы начинаете на свежую голову то же самое читать, обнаруживаются какие-то неизвестные моменты, то, что вы упустили, то, что вы не заметили, но старайтесь не думать о том, что «Ой, я это знаю, вот это я знаю, это я помню, это я не помню». Именно вот постарайтесь отключиться от этого всего и просто внимательно прочитать, подчеркнуть все, что вы упустили в первые 2 раза чтения, и постараться погрузиться заново в этот самый текст, опять-таки для того, чтобы понимание окончательно пришло к вам. И, кстати, в этом случае как раз-таки можно уже хайлайтить, можно подчеркивать, можно писать какие-то записочки, пометочки на полях. Это как раз-таки самое время, потому что вы максимально разобрали текст. Вы точно понимаете, что здесь главное, что не главное, что поддерживает ваши вопросы, что поддерживает ваши ответы, что действительно нужно выделить, что не нужно выделять и так далее. То есть хайлайтить можно только хорошо разобранный текст. Если вы это будете делать на первом чтении, когда вы только-только знакомитесь с текстом, то вы можете выделить совершенно не те фрагменты, которые на самом деле нужны, и потом они будут очень сильно вас путать, они будут мешать вам видеть другой текст, возможно, вы захотите потом перечеркнуть каким-то другим хайлайтом, и в итоге у вас будет слишком разукрашенный там учебник, и он вообще будет нечитаемый, поэтому все-таки советую при 2-3 чтении только заниматься этим делом. Если у вас при первых этапах чтения слишком чешутся руки для того, чтобы все-таки хочется что-то подчеркнуть, хочется что-то пометить, делайте это карандашом. И во время чтения, то есть тем карандашом, например, которым вы ведете, вы делаете маленькую пометочку, чуть-чуть что-нибудь черканете. То есть для себя вы поставите внутреннюю галочку, что вы это выделили, вы не забудете, вы потом проработаете это все дело, и вы не отвлечетесь от общего процесса, потому что когда вы читаете, вы не должны отвлекаться на письмо,
на хайлайчине, на какие-то другие процессы, вы должны читать. И под конец можно наконец-то составлять конспект. Когда текст полностью разобран, вы ответили на все свои вопросы, вы все разобрали, вы все подчеркнули. Вот тогда, когда вы можете пересказать своими словами, ответить на свои же вопросы, вы можете писать конспект. Вы можете просто выписать те вопросы, которые вы сами себе задали, и самостоятельно на них ответить, опираясь на то чтение, которое у вас перед глазами в этот момент. То есть это поможет составить вам такой более персонализированный конспект. И не забываем про различные интеллектуальные карты, карточки, рисунки, графики. Все это хорошо дополняет, расширяет. Если есть такая возможность, обязательно это делаем. После всех этих действий, я думаю, понимание не то, что придет, а обязательно придет каждому, кто пройдет все эти ступени пути. Вы можете добавлять, вы можете убавлять шаги, но они все помогают вам, приближают вас к тому, чтобы вы хорошенечко разобрались и запомнили информацию, которая у вас есть в печатном виде, и она вам будет помогать. Все, мои хорошие, надеюсь, вам поможет. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.